Андрей всегда был самым сильным в классе. Зная о его физических способностях и буйном нраве, даже старшеклассники старались не связываться с ним, чтобы не быть униженными на глазах у всей школы. Скорее всего, именно это и сделало Андрея таким самоуверенным и в чем-то даже наглым парнем. Для него практически не существовало авторитетов, он часто спорил даже с учителями, считая себя правым во всем только потому, что никто не смел бросить ему вызов. Даже в лесу он никого не боялся. И несмотря на то, что в школу их регулярно возил автобус, нередко Андрей предпочитал идти пешком через лес, демонстрируя всем свою силу и отвагу. Ему казалось, что попадись ему в тайге какой-нибудь волк или медведь, он справится даже с ним, окажись у него в руках хотя бы палка. Но, как говорится, излишняя гордость еще никого не доводила до добра. Однажды, задержавшись в школе после уроков, Андрей вышел на улицу. «Достали! Зачем вообще мне эта школа?» — прокричал он, и уверенно зашагал по тропинке прямиком в лес. Один из преподавателей, увидев, что парень задержался и пропустил автобус, предложил довести его до дома, но Андрей только отмахнулся. Он здесь никого не боится, и хозяин тут только он. А кто не согласен, пусть попробует сказать ему это в лицо. Но вдруг парень резко остановился. Наверное, впервые за несколько лет его самоуверенность разом испарилась. Прямо перед собой он увидел 3 взрослых волков, которые, пригнув головы к земле, медленно начали наступать на него, готовясь к атаке. Андрей понял, что даже несмотря на свою огромную силу, ему не справиться с этими хищниками, и они, скорее всего, даже и не поняли бы, что перед ними местный авторитет, просто разорвав его на части. Парень начал медленно пятиться, не в силах оторвать взгляда от горящих волчьих глаз. Как это было сейчас не вовремя, но он вдруг неожиданно для себя понял, каким глупцом он выглядел со стороны, хвалясь своей силой. Ведь всегда найдется тот, кто будет еще сильнее. И вот теперь, из роли доминанта, он резко превратился в жертву. Андрей, словно очнувшись от волчьего гипноза, начал судорожно оглядываться по сторонам, ища глазами подходящую палку, которая, конечно, вряд ли бы его спасла, но подарила бы хоть какую-то надежду. Но вдруг из-за спины парня появилось еще одно животное. Это была взрослая и уже повидавшая жизнь волчица. Она появилась будто из ниоткуда, словно тень выросла за его спиной. Встав между 3 волками и человеком, она вдруг обнажила клыки, демонстрируя сородичам, что будет драться за этого человека, и любой, кто попытается напасть на него, станет ее личным врагом. На удивление, волки тут же изменили свои планы и начали крутиться возле волчицы. Как же она одна могла внушить страх и уважение сразу 3 матерым хищникам, подумал Андрей. Эта история произвела на него большое впечатление. От его былой самоуверенности осталась только пыль. Кажется, сама природа преподала ему такой урок, какой бы он ни получил ни в одной школе мира. Он по-прежнему считал себя самым сильным в классе, но теперь уже не похвалялся этим и даже старался не пользоваться. А тайга и вовсе вызывала в нем панический ужас. Как только он думал о том, чтобы снова пойти одному через лес, подсознание тут же рисовало перед глазами силуэты 3 оскалившихся волков. Теперь Андрей не пропускал школьный автобус, а если и шел в лес, то обязательно с кем-нибудь. Долго еще парень боролся с полученной психологической травмой, но время, как известно, лечит. И спустя несколько лет Андрей, кажется, смог преодолеть этот барьер. Ему все еще было неуютно одному в лесу, но теперь эти страхи были где-то далеко, и если стараться не думать о них, то можно было даже сходить за грибами или ягодами. Вот и на этот раз у него получилось преодолеть свою фобию,
за что тайга ему уже отплатила полной корзиной грибов. Андрей уже возвращался домой, как вдруг до его ушей донесся чей-то жалобный плач. Это точно был не человек. Кажется, кто-то из животных угодил в беду и теперь кричал об этом на весь лес. Оставить бедное существо на медленную и мучительную смерть или пойти на помощь. Сейчас в душе Андрея боролись два чувства, одно из которых твердило ему, что это может быть небезопасно, а другое укоряло за то, что он проходит мимо чужой беды. Парень поставил свою корзинку под дерево и отправился на крики. Совсем еще небольшой волчонок угодил в петлю, оставленную браконьерами. Почти час он провозился с непослушным волчонком и его бедой. Кажется, за это время волчонок даже привык к человеку и уже не пытался цапнуть его при любом удобном случае. Волчонок понял, что этот мужчина хочет ему помочь, а не погубить. Ну вот, наконец, на свободе. Увидев, как волчонок заковылял на своих ослабших лапках, Андрей улыбнулся. Но тут улыбка моментально сошла с его лица, а глаза наполнились ужасом. Андрей увидел, как из-за деревьев навстречу волчонку вышла взрослая волчица. Отступившие страхи вновь окутали его, превратив в маленького и беззащитного ребенка. Но волчица вовсе не демонстрировала ему свои зубы и не пыталась как-то его запугать. А напротив, обнюхав своего освобожденного щенка, она пригнула голову к земле, пристально вглядываясь в лицо человека, будто пытаясь высказать ему свою благодарность. И Андрей понял это. Он понял, что перед ним та самая волчица, которая когда-то вступилась за него перед 3 грозными соперниками. Он понял, что она помнит его и не жалеет, что когда-то пришла ему на помощь. Парень сидел посреди леса, глядя вслед медленно удаляющимся хищникам. По его лицу катились слезы. Кажется, сейчас ему открылась такая простая и, казалось бы, понятная истина, что добро всегда возвращается добром. И если ты хочешь быть по-настоящему сильным, то в первую очередь тебе нужно нести добро в этот настрадавшийся от злобы мир. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.